Продолжается наша работа над книгой о татарской кухне. Сегодня я вам даже кое-что покажу, но сначала пару слов о блюде, которое мы сегодня будем готовить. Если сказать точнее, это даже и не блюдо, а, скажем так, холодная закуска. Подают и в горячем виде, подают и в холодном. И, как выяснилось, татары эту закуску, это блюдо очень любят. Называется эта закуска калжа. Можно готовить из говядины. Для этого лучше взять пашину. Знаете, да? Что такое пашина? Довольно огромный кусок плоского мяса, который хорошо бы готовить подольше. Я беру баранину, потому что мы готовим сегодня не на свадьбу, но здесь тоже есть, вот он, пожалуйста, посмотрите, и кусочек пашины, и вот эту часть с ребер мы тоже снимем, и нам будет во что завернуть мясной рулет. Собственно говоря, калжа – это мясной рулет и есть. Какие особенности? Смотрите внимательно, и вы все поймете. Вот мне досталась для калжи такая часть, в которой мякоть просто замечательная. Может быть, самая лучшая часть баранины в этом мясе. Это вырезка, баранья вырезка. Она маленькая, малюсенькая. Ее обычно на рынках-то и не отделяют. Если только уж повар вас очень любит, то он вам может отрезать эту вырезку и дать попробовать, потому что это очень вкусное мясо. Косточки и хрящики от грузинки. Прекрасно. Обходим их ножом, прижимаем нож в сторону ребер. Ребра у меня вот проходят. Прижимаем лезвие ножа в сторону ребер и аккуратненько начинаем снимать мясо с поверхности ребер. Здесь, чем рассказывать словами, лучше посмотреть глазами. Подойдите поближе, я вам все покажу. Ну вот они, ребрышки отдельно, пригодятся на что-нибудь. И здесь, такая в виде расчески, отростки от хребта. Их тоже, разумеется, следует обойти. Многие могут сказать: ой, у меня такое не получится, я за это не возьмусь. Все получится. Беритесь, не бойтесь. В крайнем случае, если где-то и проткнете какое-то отверстие, ничего страшного. Здесь не будет никакой начинки, поэтому ничего не вытечет. Задача-то у нас совсем простая. Всего лишь навсего снять вот этот хребет. Вот и все. Топорик у меня здесь лежит не случайно. Сразу порубить и в бульон, на шурпу. Ну а из этой части получится прекрасный рулет. Я бы хотел только обратить ваше внимание, что еще на рынке я попросил мясника не снимать вот эту пленку. Шкура барана, под ней вот эта пленка очень твердая, очень жесткая. Ее хоть 3 часа вари, и она остается жесткой. Но сегодня эта пленка мне понадобится, потому что в ней очень много коллагена. Дальше там идет жирок, дальше там идет небольшой слой мяса. Но именно эта пленка удержит все как положено в рулете. А вот здесь все то, что возле хребта. Пожалуй, что самое лучшее мясо, которое есть только в бараньей туше. Я его вырежу отсюда так, чтобы вот эта часть оставалась как бы продолжением пашины. Вот это, по сути, идеальнейший шашлык. А вот это отличная калжа. Ну-ка, давайте примерим. Ого! Да здесь выйдет 2 рулета. Прекрасно, так и поступим. Разрежем на 2 части, и у нас получится 2 разных рулета. Вот здесь тоже хорошенький такой слой мяса. Его тоже можно, пожалуй, что отделить. И теперь самое время заняться маринадом. Да-да, мясо на калжу маринуется. Во-первых, вам понадобится чеснок. Сколько надо, столько и возьмем. Может быть, зубчиков 8 или 10. Что понадобится для маринада, помимо чеснока? Да, очень простые 2 компонента. Соль и перец. Но чтобы они сработали как положено, я соль и перец, горошек потолку в ступке. Да потом еще и вместе с чесноком разотрем, получится такая отличная паста-маринад. Понимаете, вот горошинки перца растираются вместе с солью, и соль помогает им растереться. Прям такое ощущение, как будто бы из них аж какое-то масло выходит. Сюда сейчас чесночка, и это будет очень хорошо.
Вот и хорошо, но этой соли будет явно недостаточно, поэтому можно присолить само мясо еще и с внешней стороны, и с внутренней стороны. И обязательно необходимо отбить мясо, сделать его чуть помягче, потому что здесь довольно-таки жесткие ткани, ну, пашина. А когда отбиваете, надо понимать, для чего вы отбиваете. Во-первых, бейте с оттяжкой, чтобы пашины больше стало, чтобы расширить ее. А во-вторых, старайтесь выровнять так, чтобы она приняла одинаковую толщину по всей своей площади. Честное слово, это очень хорошо. Давайте сразу второй кусочек, пока есть настроение. Все расправить, растянуть как следует. Посолить как следует. Не жалейте соли. Вот честное слово. Это закуска, понимаете? Она должна разжигать аппетит. Здесь должно быть сколько-то жира, здесь должно быть сколько-то соли. И в конце концов, ну это не едят килограммами. Это едят колечко, ну от силы 2. Вот этот кусок баранины вот здесь рос. Но по размеру он идеально подходит для этого куска. Вот так и поступим. Только внутри сейчас мы смажем все смесью из чеснока и черного перца. Знаете, ну есть здесь немного жира, но как-то явно недостаточно. Вот не по-татарски. Все-таки татарская кухня, она такая, от всей души. Там уж если масло, то масло, если жир, то жир. Возьму кусочек курдюка и подложу сюда. Курдюк кто будет солить? Пушкин? Пушкин не посолит. Мясо. Баранинка. Как раз. На нее тоже чуток. Самая малость соли. И можно заворачивать. Все, можно заворачивать, да. Поплотнее. Даже, можно сказать, очень плотно постарайтесь свернуть рулет. И кто-то мне должен помочь. Надо обернуть каждый рулет бечевками. Но сейчас мы это сделать успеем. Пусть это мясо уже стоит и маринуется. Следующий кусочек мяса. И у нас есть вот превосходная баранина. Вот эта вот вырезка. Вот эта вот филейная часть. Но все это, ребята, я пущу на шашлык. Потому что вот в рулет, который будет готовиться 2-3 часа, пускать такое мясо, ну просто неправильно. Вы еще вырезку сюда догадаетесь положить. Нет, все то, что может долго тушиться, все то, что может достаточно долго готовиться. И сюда еще чесночка с перцем. Обратили внимание, что на этот кусок я чеснока до перца не пожалел, положил гораздо больше. Знаете зачем? Потому что сюда я положу не баранину. Потому что сюда я положу конину. Есть у меня, лежит в холодильнике, из морозильника в морозильник. Вот сюда она в самый раз. Вот этот кусочек и еще кусочек мякоти. Только его, пожалуй, что можно даже раскрыть в виде книжки. Не беспокойтесь, что она снаружи чуть-чуть вот такая, приняла такой зеленый цвет. Все нормально. Мясо окисляется. Конину тоже посолить. И вперед! Заворачиваем рулетиком. Многие современные повара берут эти рулеты и оборачивают в пищевую пленку. Будете смеяться, они потом и готовят, отваривают в пищевой пленке. Либо можно взять полиамидный пакет для вакуумной упаковки. Тоже отлично сработает. Но я хочу поступить по-старому. Бечевочкой. Ну и теперь спрашивается, где варить вот эти рулеты? В большую кастрюлю положить? Сколько воды туда поместится в эту кастрюлю? И чем больше воды, тем больше вкуса из мяса выйдет, соответственно, в воду. У нас получится хорошая шурпа и так себе рулетик. Воды должно быть немного, и более того, эта вода должна придать дополнительный вкус рулету. Поэтому варить я буду вот в таком лотке, а точнее запекать, а точнее припускать. В общем, вы смотрите внимательно, самое интересное начинается ровно сейчас. Дно выстилаем небольшими кусочками курдюка, видите, совсем-совсем тоненькие ломтики. Ну, ровно для того, чтобы вот этот лук да морковка не лежали на голом металле. Пусть они вот лежат на чем-то таком вкусненьком. И курдюк, в конце концов, тоже даст хороший аромат рулету снаружи. Теперь толстые, очень толстые кольца лука и очень толстые ломтики моркови.
Надо понимать, что этот лук и эту морковку никто кушать не будет. Точно так же, как лавровый лист. Поэтому лавровые листики и перец горошком это все для аромата, это все для вкуса снаружи рулета. Так, чтобы из рулета вкус не размывался. Почему бы чеснок не положить сюда? Скажите, вот чеснок у нас есть там внутри, а почему бы снаружи его тоже не разложить? Это же вкусно будет. Знаете, здесь будет немного воды, так, чтобы рулетиком по пояс было. Они не пригорят никак. А вот чесночок, может быть, где-то запечется и получится очень хорошо. Перец горошком. Можно довольно обильно его положить. Я думаю, что сюда уйдет примерно литр воды. Всего литр, понимаете? Но этот литр тоже возьмет в себя соль. Поэтому на подкладку необходимо положить соль. Для того, чтобы из мяса соль не размылась. Для того, чтобы мясо осталось вкусным. А точнее рулет, а точнее, как его называют по-татарски, калжа. Постарайтесь сделать так, чтобы рулет нигде не прилегал к голому металлу. Вот берете кусочек лука и вот сюда его, подкладочку. Или вот кусочек морковки. И хорошо. Ну и подливаем воды. Ровно для того, чтобы здесь в лотке образовался пар. А что делать тем, у кого нет такого длинного лотка? Я бы варил калжу вместе с шурпой. Понимаете? И тоже получится очень хорошо. Так. Вместо крышечки фольга, чтобы пар оставался внутри, чтобы мясо прогревалось на пару. Понимаете? Частично запекается, частично варится на пару, частично варится. Вот весь спектр возможных вкусов. Плюс лук, плюс морковка, плюс чеснок, лавровый лист, черный перец. Ох, и вкусно же это получится. Тем более, что запекать я это буду вот в этой печи. Слишком высокая температура не нужна. Там вот лишь бы вода закипела. 150-180 градусов. Знаете, сколько будет запекаться? Даже несмотря на то, что здесь баранина и мясо, которое готовится довольно быстро, все равно 2 часа. Потому что рулеты получились достаточно толстые. А если бы говядина, я, может быть, запекал бы и все 2,5 часа. Пусть постоит, потомится. Вот так. Пусть стоит, запекается. Можно считать, что еще один рецепт для новой книги о татарской кухне готов. Это уже 51-й рецепт. Во многом мы отталкиваемся от трудов нашего предшественника, уважаемого кулинара Юнуса Ахмедзянова. Но наша книга о татарской кухне будет иметь примерно вот такой формат, как книга «Кухня чеченского народа», которая распродалась, улетела просто как из пушки. Все, кончилось, это последний экземпляр бракованный, остается у меня. А вот это черновик книги о татарской кухне. Она будет иметь точно такой же размер. Пока что мы распечатали в формате А4, потому что принтера больше не нашлось. Хотите заглянуть, какая это книга? Я очень хочу показать вам ее и посоветоваться с вами. Может быть, вы вспомните какие-то блюда, которые у нас пока что еще в этой книге не отображены. Знаете, эта книга не просто о рецептах. Это книга о душе татарского народа. О том, какие они, татары. Нас ведь еще Ленин говорил: поскреби любого русского, найдешь татарина. И это не случайно, потому что татары и русские живут вместе многие столетия. И пережили вместе и много бед, и радостных дней. Вот здесь, в этой книге, будет рассказано как раз об истории отдельных семей. Не об истории татарского народа в целом, а о том, как люди выживали, как люди жили, как люди питались, как люди питаются сейчас. Видите, какой плов готовят в Татарстане? Из гуся. Азу по-татарски, разумеется, великолепное, очень популярное блюдо. Всевозможные гуси, потому что Татарстан — это страна гусей и уток. Манты с уткой. Понимаете? Это очень вкусно. Такое я встретил только в Татарстане. И вот здесь есть несколько рецептов, которые придумал я сам. На мой взгляд, они очень подходят под татарскую кухню.
Почему я это сделал? Потому что новая кулинарная книга должна иметь новые рецепты. Что это за книга, если не все рецепты старые? Посмотрите, какая красавица. Ее Зухра зовут. Приготовила для нас замечательный десерт. Очень много замечательных людей мы встретили в Татарстане. И, разумеется, о каждом я стараюсь рассказать хотя бы несколько слов. Вот Лейсан готовила шурпу с кониной. Одним словом, вспоминайте старые, новые татарские блюда. Обязательно пишите в комментариях, и мы эту книгу дополним. Сейчас не 320 страниц, по моему плану. Она должна получиться страниц в 500, 520. Вот такая она богатая татарская кухня. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Как она там? Проверить бы это мясо. Ага. Опа! Вы только полюбуйтесь. Вы только полюбуйтесь. Бульона-то прибавилось. Так это мясной сок выходит. Мы его потом процедим. И это замечательная заготовка для любого соуса. Да не знаю, просто хлебом помакай и кушай. Но колжу сейчас необходимо достать и остудить. Колжа, мясной рулет остыл. Как следует остыл. Разрезаем. И смотрим, что же там внутри. Что нас ждет внутри. Прекрасная картина. Прекрасная картина, скажу я вам. Во! Давайте скажем откровенно. Но это сильно вкуснее и сильно полезнее колбасы. Потому что мы абсолютно понимаем, из чего это приготовлено. И приготовлено это из очень хороших продуктов. Здесь была чистая баранина, а вот этот рулет с кониной. О, это еще краше. Ну что же, блюдо татарское, скатерть татарская. Значит, и говорить надо по-татарски. Ашларыгыз там лебылсын.